Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Антон Малкин, правозащитник из Германии, который участвует в проекте «Путь Лукашенко в Гаагу». Здравствуйте, Антон! Добрый день, Марина. Давайте начнем с вопроса, что такое универсальная юрисдикция? Универсальная юрисдикция – это возможность судебного преследования за преступления, совершенные за пределами обычной юрисдикции. Например, если в обычном случае уголовное преследование должно происходить там, на территории того государства, где оно было совершено, то универсальная юрисдикция позволяет это сделать за пределами этого государства в тех случаях, когда такое уголовное преследование невозможно. У нас есть Международный уголовный суд в Гааге. На какие страны распространяется? Распространяется на очень многие страны, кроме Беларуси. Вот. Именно поэтому мы сейчас пошли не через Международный уголовный суд в Гааге, а через национальное немецкое право, которое с перспективой выхода на другие формы признания террора и преступлений против человечности в Республике Беларусь. Расскажите подробнее, что делает сейчас группа немецких юристов, как вы попали в эту группу и какие ожидают последствия Александра Григорьевича в связи с подачей заявления? Но если быть точными, то это не мы попали в группу немецких юристов, а немецкие юристы попали в нашу группу, поскольку данный уголовный процесс – это всего лишь часть проекта, который имеет своей целью снести режим. Это не значит, что мы волшебники на голубом вертолете, которые прилетят и всех освободят, но мы создаем инструмент сноса режима через признание террора и преступлений против человечности внутри страны, то есть через объявление режима Лукашенко фактически фашизмом. И этот процесс, который сейчас ведется, это один из этапов нашего проекта. Расскажите Вот. подробнее о проекте и кто входит в рабочую группу. Э, Я, наверное, начну с конца. Для того, чтобы эффективно победить режим, необходимо лишить его основной поддержки. Одной из очень важных, одним из очень важных столпов, на которых зиждется режим, является экономическая и политическая поддержка по всему миру, а также поддержка со стороны чиновников и силовиков внутри страны. Мы решили убрать эту поддержку, забрать эти как бы столпы у Лукашенко. Для того, чтобы это сделать, необходимо лишить его сотрудничества, партнерства и лишить тех, кто еще считает, что Лукашенко легитимен, что с ним можно иметь дело. И проще всего это сделать, если мы юридически признаем его террористом и преступником против человечности. То есть фактически сделаем обвинение, то же самое обвинение, выдвинем против него то же самое обвинение, которое было выдвинуто против фашистов на Нюрнбергском процессе. И лишив его этой поддержки, собственно, он не сможет удержаться на троне, если не будет иметь вот ни экономических, ни политических, ни внутри, ни человеческих ресурсов. То есть вы подавали заявление не в Международный уголовный суд, а в немецкий? Ну, мы начали с того, что решили признать факт террора в стране. Факт террора в стране может быть признан эффективно на одном из 4 уровней. Это ООН, где шансы у нас достаточно маленькие, так как там сидит Россия и Китай. Э, Дальше второй уровень – это американская юриспруденция. Наши друзья из США уже добились акта о демократии, который, в принципе,
от признания и включения его в списки террористов отделяют буквально полшага. Чем американский список террористических организаций еще интересен, это тем, что многие страны не ведут своих собственных списков террористов, а перенимают списки из США. Дальше есть списки террористов на европейском уровне, это то, чем мы занимаемся. Ну и, наконец, китайский список, который, конечно же, Лукашенко вряд ли попадет, но он был бы тоже эффективен. Так вот, для того, чтобы признать Лукашенко террористом на европейском уровне, на уровне Евросоюза, нам необходимо иметь, согласно документу там 931/2001 CFSP, нам необходимо иметь решение компетентной инстанции, которая, как правило, является судебной инстанцией. Это я сейчас пытаюсь на ходу перевести с английского, на котором создан этот документ. Ну вот мы сейчас в Германии, и то, чем мы сейчас занимаемся в Германии, это и является, мы добиваемся решением именно такой компетентной инстанции, которая будет служить основой для Евросоюза для занесения Лукашенко в списки террористов. Какую информацию вы собирали для подачи заявления? Мы собирали, согласно нашей цели, всю информацию о терроре в стране, о систематике, о масштабности, о том вообще, обо всем, что происходит в этой стране, чтобы дать объективную и полную картину. Мы не оставили своей целью расследовать все преступления, зафиксировать абсолютно все, но наша выборка достаточно репрезентативна. Какова ваша оценка? Поедет ли Лукашенко в Гаагу и как вы себе это представляете? Ну, в конечном итоге у него других путей нет. Я вижу сейчас три возможности исхода для Лукашенко в зависимости от того, на каком этапе и в какой ситуации он образуется. Если он вдруг улетит прямо сейчас, до открытия процесса, то этот исход будет для него более положительным, оптимальным, поскольку тогда процесс против него не состоится, потому что он просто потеряет свою актуальность. Это дело будет передано в юрисдикцию новой Республики Беларусь, а в новой стране, поскольку там уже будет возможно дальше преследование уголовное, и дальше сценарий будет развиваться примерно по сценарию Януковича. Вот. Янукович сейчас все еще находится под угрозой уголовного преследования, и шансы есть, но опять же не без шансов для Януковича, я имею в виду Лукашенко. Второй вариант – это если Лукашенко улетит после назначения суда генеральным прокурором. В этом случае, конечно же, будет намного сложнее. Глобус будет очень маленький и придется прятаться куда-то в очень отдаленные страны. Причем прятаться до конца жизни. Ну и, наконец, после приговора глобус станет совсем маленьким. Будет уже совсем некуда лететь. Какие сроки вообще от подачи заявления до рассмотрения процесса и до того момента, как мы получим ордер на арест этого террориста? По срокам сроков нет. Законодательно определенных сроки на данный процесс не действуют, поскольку и генеральный прокурор, и сам процесс это достаточно... Это то, что вообще случай достаточно уникальный. Здесь нет таких каких-то законодательно определенных сроков. Однако есть очень положительные новости. Наши адвокаты осторожно оценивали скорость реакции прокуратуры в 2 месяца. Мы
Наше дело было зарегистрировано за неделю, еще через 2 недели дело получило новый статус наблюдения и изучения. То есть, например, сейчас идет наблюдение, то есть, да, у меня есть отдельное, достаточно длинное объяснение, что это означает, что этот статус означает, и что мы сейчас в этом направлении делаем. Да, расскажите подробнее. Но, да, я сейчас расскажу. Так вот, я сейчас закончу сначала о сроках. Так вот, на самом деле это практически невероятная скорость. То, на что адвокаты рассчитывали минимум 2 месяца, произошло за пару недель. И более того, мы за вот эти 3 недели, буквально за неделю добились того, чего украинцы добились добивались 3 года с 2014 по 2017 год. Принятие дела в разработку. То есть все идет очень быстро, на нашей стороне огромное количество очень высокоранговых игроков, поэтому мне кажется, что все будет идти, пока все идет быстрее, чем даже мы предполагали. Сейчас о состоянии процесса. Дело в том, что генеральный прокурор перевел дело в точная формулировка изучения и наблюдения. Это не совсем предварительное расследование, как об этом пишут некоторые медиа, так как расследование, которое открывается прокурору, проводится уже по конкретным фактам преступлений. Но это одновременно и не отказ, как это пишут другие медиа, поскольку отказ может быть только в том случае, если уже установлена невозможность продолжения дела. Что такое наблюдение? Наблюдение – это, грубо говоря, читают новости. Если завтра победит революция, то Генеральная прокуратура об этом должна знать. Это наблюдение. Так? Значит, это будет означать смену юрисдикции, например, что можно будет передавать дело в Республике Беларусь. Вот. И что такое изучение? Изучение – это, например, изучение вопроса легитимности Лукашенко. Провластные медиа говорят, что этот вопрос уже решен, что прокурор уже отказал. Нет, на самом деле прокурор просто оперирует юридическими категориями и должен перевести сейчас факт нелегитимности Лукашенко из общеизвестных в юридически точное. Поэтому сейчас пишется экспертиза легитимности. Вот, она будет представлена на рассмотрение генеральному прокурору. Если генеральный прокурор с ним согласится, то дело идет дальше. В общем, пока что все идет по плану, по тому, так, как мы это себе представляли. Скажите, весь этот процесс только в отношении Лукашенко или его пособники тоже будут привлечены к ответственности? В обвинительной записке написано «Процесс против Александра Лукашенко и прочих участвующих, прочих причастных». Это очень широкая формулировка, и даже, допустим, теоретически, если Лукашенко не будет осужден, будут осуждены все остальные. Причем все, я имею в виду абсолютно все, от высшего руководства силовых структур, и не только силовых структур, а действительно причастных, до самого последнего ОМОНовца, судьи или же даже простого чиновника, которые участвовали в терроре. Давайте определимся, что такое террор. Террор – это лишение определенных слоев населения их политической воли через силовое запугивание. Так вот, к этому же относится и увольнение людей с работы, и фальсификация документов, и еще очень многие вещи. Процесс идет против них всех. Соответственно, все они в конечном итоге станут соучастниками преступления против человечности. Они будут признаны участниками террористических группировок, и они уже сейчас должны задуматься, не стоит ли им начать жить по совести и переходить из разряда обвиняемых в свидетели.
Кто То есть, хочет быть фашистом в стране? то есть, я так понимаю, хотят повторить Нюрнбергский процесс. Это не просто хотят повторить Нюрнбергский процесс. Параграф 7 римского статуса и параграф 7 ФОСТ ГБ — это именно это параграфы, которые сформулированы по составам преступления, определенным 8 августа 1945 года. То есть 8 августа именно для Нюрнбергского процесса. То есть это фактически это продолжение Нюрнбергского процесса. Сейчас загвоздка в том, что Лукашенко имеет неприкосновенность. Как только докажется нелегитимность его, он тут же может оказаться на скамье подсудимых. Да, именно этим мы и занимаемся. Мы здесь сейчас проводим экспертизу его легитимности, и я думаю, что это будет доказано уже в ближайшие пару недель. То есть здесь я не вижу проблемы. Скажите, вы относитесь к НАУ, к штабу Светланы Тихановской или к какой-то из оппозиционных структур? Да и нет. Дело в том, что мы сами понимаем себя как автономную группу, которая делает универсальный инструмент ультимативного давления на режим. Фактически инструмент сноса режима. Поэтому говорить, что мы относимся к какой-то группе, было бы не совсем корректно. В то же время мы работаем практически со всей оппозицией, предоставляя им этот инструмент для их собственных проектов. Мы действительно очень серьезно работаем. Я хотел бы сейчас особенно отметить наш дом как организацию, которая первой подключилась и помогла нам на самом старте. Я хочу отметить Шлях до Гааги, как людей, которые нас тоже поддерживали в процессе. НАУ — это господин Латушка, который, как только услышал о нашем процессе, проявил невероятный интерес. Он действительно, мы ему тоже очень благодарны за поддержку, в первую очередь политическую. Это и штаб Светланы Тихановской, которые тоже стараются помогать нам в меру своих сил и в меру возможностей. Вот, буквально, в общем, мы действительно работаем со всей оппозицией, и мы очень хотим, чтобы вся оппозиция действительно могла использовать этот инструмент, насколько они это в состоянии сделать. К вам еще присоединяется фонд «Страна для жизни». Мы тоже готовы сотрудничать, содействовать, и чем Конечно. можем, тем поможем. Скажите, пожалуйста, Список далеко не полный, далеко не окончательный. Конечно же, если я сейчас всех начну делать, то, наверное, всех начну сейчас перечислять, кто с нами работал и кто нам помогал. Это будет, наверное, на этом стрим и закончится. Скажите, есть ли у вас сомнения, что виновные будут наказаны и не сядут на скамью подсудимых? Но у них есть для этого хороший путь. Значит, у самого Лукашенко очень быстро улететь, у его ближайших подчиненных это арестовать Лукашенко или может быть, его ликвидировать каким-то способом. Вот. Ну и у всех остальных это просто задуматься над тем, что они делают, и дальше жить по совести. Все эти возможности будут означать конец режима. Поскольку режим Лукашенко держится только на тех, кто его проводит в жизнь, и на тех, кто с ним работает, на каждом маленьком винтике. То есть вы думаете, все-таки... Вопрос только в том, кто захочет на скамью подсудимых добровольно. И кто-то рискнет его арестовать? Вы думаете? Ну, вы знаете, сейчас это гораздо проще, и это, в принципе, самый простой и самый оптимальный выход для очень многих людей. Потому что иначе у них всего лишь иллюзия безопасности и, возможно, вы знаете, как-то продолжительность жизни на свободе сокращается очень стремительно. Какую вы видите судьбу этого нелегитимного президента, который удерживает власть путем захвата самолетов, геноцида собственного народа, да, то есть человек после выборов сделал
столько, что ему просто не отмыться, и ему светит реально большой срок, потому что удержание власти, захват власти неконституционным путем и геноцид народа это немалые сроки. Какой вы ему видите судьбу? Все-таки это как Янукович где-то в России будет спасаться, Чаушеско, Каддафи или Милошевича. И все его друзья, про которых он рассказывает, да, все, как ему кажется, незаконно пострадали от международного суда. Какую вы ему судьбу видите? Вы знаете, когда мы начали наш процесс, первый вопрос был, конечно же, можно ли его признать террористом. Мы перерыли все уголовные, международные и прочие кодексы, международные конвенции по терроризму и не нашли ни одной, где он минимум на 80% бы не выполнил всех составов преступления, которые там находятся. Поэтому вопросов, будет ли он осужден, у нас не стоит. Что же касается до того, как это произойдет и что с ним будет дальше, вы знаете, вот как все ваши примеры, они очень индивидуальны. У всех из них разная судьба, и практически никому из них не удалось избежать наказания, а тем, кому это все еще удается, тот же Янукович, они находятся в достаточно таком очень шатком и незавидном положении. Поэтому вопроса о том, будет ли осужден Лукашенко и что с ним станет в долгосрочной перспективе, у меня не стоит. В краткосрочной перспективе, да, как я уже сказал, чем раньше он улетит, тем больше у него шансов. Ну и единственное, что во всех этих случаях общего, и как это будет в самой Беларуси, это внезапность вот этого момента, когда в стране вдруг исчезает диктатор, а вместе с ним и диктатура. Если вы сейчас вспомните, как случилось вот со всеми перечисленными вами, они еще сами с утра не знали, что после обеда их не будет. Все было очень внезапно, максимум в течение суток происходило. Ну, Также это будет больше для них было неожиданностью, потому что люди были против. Поэтому Лукашенко тоже не осознает, наверное, все опасности ситуации и не принимает в свою голову, что народ от него отказался. народ от него отказался, от него отказались уже даже сторонники его, даже те, кто еще каким-то образом по инерции на него работает. Это понятно, что сторонников у него нет и даже внутри нет. Существует огромное количество заговоров против него. Вопрос не в том, существуют ли они, вопрос в том, кто и сколько их. Так что вопрос вот о том, что случится, его кто-то там застрелит или арестует, или же он сам улетит. Ну, это, знаете, как тотализатор сейчас. Может открывать тотализатор, что случится. Нет, на самом деле, вы знаете, для многих было все неожиданно. Вспомните, самыми продолжительными были румынские события, которые шли несколько дней. Народ делал революцию, но не все были уверены, что она кончится победой. Люди сломали Берлинскую стену в течение суток. Хонекер, может быть, знал об этом накануне, но люди сами об этом не знали до того, как они это... Даже, может быть, и в момент развала стены они сами еще не поняли, что они сделали. С Да, тем с же другой Януковичем, стороны, белорусы тоже да, не с тем же знали. Януковичем вспомним, как он он объявил переговоры, все согласились на переговоры, самолет залетел. Мы не знаем, что случилось. Скорее всего, мы это не узнаем и с Лукашенко. Но в том, что это может произойти вот с минуты на минуту в любой перспективе, может быть сейчас, может быть через месяц, может через пару месяцев, в этом просто не приходится сомневаться. Сейчас уровень репрессий зашкаливает, и не зря говорят, да, чем ближе к крах империи, тем безумнее ее законы. Скажите, что бы вы хотели сказать белорусам, как поддержать их, есть ли у вас какое-то обращение? Вы правильно сказали, уровень репрессий отражает уровень неспособности режима к существованию. Репрессии – это те же самые протесты, только с другой стороны.
это отражение уровня протестов, это отражение реального уровня сопротивления. Белорусы очень мужественный народ, я очень горжусь, снимаю шапку я кланяюсь низко тем, кто сейчас в стране находится и кто еще делает хоть что-то. Я бы хотел попросить очень аккуратно вести себя, очень осторожно вести себя, но при этом не прекращать сопротивление любыми формами, которые вы видите доступными. Верите ли вы в нашу скорую победу? Я думаю, что у нас других вариантов развития событий-то, собственно, и нет. Спасибо вам большое за беседу. Мы обязательно победим и будем надеяться, что в ближайшее время.